Продолжаем вязать наш рюкзак. Я закончила делать лямки. Одну лямку. У меня она получилась с длиной 65 сантиметров. Теперь я ее пришиваю к середине под ручкой. Пришиваю тоже ее несколько раз, чтобы держался хорошо. Вот так. Также сделаем и на этой стороне лямочку и пришьем сюда. Все, сделала я оба жгутика. Гусеничка называется этот жгут. Теперь протянула я вот такую вот веревочку, чтобы можно было стянуть. Просто обычную. Не стала я делать воздушные петли, чтобы она сложно протягивалась, стягивала бы сложно. Теперь украшаем кисточкой нашу крышку. Находим тут середину, где бы мы хотели видеть эту кисточку. Будем ее привязывать. Протягиваю я кончики назад. И сзади я завяжу, при этом не стягивая, чтобы наша кисточка была посвободней. Завязываю я здесь узелок, при этом смотрю, чтобы не сильно затянуть кисточку. И вот тут спрячу. Дальше мне надо незаметно приделать кнопки. Так как у нас нету подклада, и кнопки надо нам спрятать. Для этого я убираю в крепежи все лишние, оставляю только кнопки. Теперь отрезаю небольшой кусочек нитки, пряжи нашей. Беру кнопку, ложу ее вверх зажимами этими. Вот эту кнопочку я взяла маленькую, она у меня будет на крышке. Вот ложу я ее вверх креплением и буду веревку
прижимать к кнопке этими крепежами. Прижимаю хорошо, чтобы нитка не двигалась. Вот так. Теперь я нахожу то место, где бы я хотела видеть кнопку, где она мне должна быть. И буду к этому месту ее привязывать. Для этого берем крючок, продеваем сквозь петлю кончик с одной и с другой стороны. Это будет для начала как фиксация как бы кнопки нашей, чтобы она у нас держалась. Вот мы ее зафиксировали. Теперь нам надо эти кончики просто привязать, сделать узел. Находим тоже петлю такую, которая не сверху, а где-то там в серединке может. Вот. И протягиваем кончик, делаем такую вот петелечку и в нее протягиваем кончик и затягиваем узел очень-очень крепко. Конечно, не переусердствовать, чтобы не порвать, но он должен быть тугим, узелок. И делаем точно так же с другим кончиком. Вот так. Затягиваем очень хорошо, плотно. И все, и наша кнопка зафиксирована. Теперь нам осталось спрятать кончики вязания. Отрезаем нить. Точно так же прячем другой кончик. Аналогично делаем и со второй частью кнопки. Прижимаем нитку.
Хорошо сдавливаем. Кнопка очень плотная у меня попалась. Вот так. Все держится. Теперь мы кнопочку эту цепляем к той кнопке, как она должна быть. И находим, фиксируем то место, где мы будем ее привязывать. Ложим ровно нашу крышечку. Аккуратно все. И прижимая нашу кнопочку аккуратно, чтобы она зафиксирована на месте, осталось лежать. Вот. Теперь аналогично, точно так же мы ее фиксируем сначала, протягивая сквозь петли кончики, а потом делаем узелочки. Вот так зафиксировали. Проверить можно на этом этапе еще раз, правильно ли мы зафиксировали кнопку, все ли хорошо, ровненько. А потом делаем узелок. Затянули плотно и прячем наши кончики. Здесь их не будет видно даже с лицевой стороны, так что можете прятать спокойно с лицевой стороны. Спрячется и наш узелок. Здесь мне придется немножечко его помочь спрятаться крючком под петлю. Вот так. Вот так, и не будет ничего видно, хорошо, аккуратно прячется все. Пряжа толстая, поэтому не видно. Вот и все, наш рюкзак готов.
Все работает. Спасибо за просмотр.